Привет, друзья! Сегодня сделаем необычное и очень вкусное блюдо, но для приготовления которого будем использовать обычный стакан. Но для начала нам нужно приготовить основные ингредиенты. Две небольшие луковицы нарезаем на маленькие кубики. 10 штук средних шампиньонов нужно постараться хорошо измельчить. Измельченный лук отправляем на разогретую сковородку с небольшим количеством подсолнечного масла и обжариваем до золотистого цвета. На сухую сковородку без добавления подсолнечного масла отправляем полностью все грибы. Вначале нужно будет их на большом огне хорошо прожарить так, чтобы полностью испарилась вся влага. После того, как влага исчезнет, добавляем 2-3 столовые ложки подсолнечного масла, добавляем соль, перец по вкусу и обжариваем до готовности. Когда грибы уже хорошо обжарятся, отправляем обжаренный лук обратно в сковородку к грибам. Очень хорошо еще раз все перемешиваем. И после того, как все хорошо перемешали, добавляем сливки жирностью не менее 20%, примерно 50 мл. Смотрите, если нету сливок, их можно будет заменить 1 столовой ложкой сметаны, тоже жирностью не менее 20%. После добавления сливок еще раз хорошо все перемешиваем и обжариваем так примерно 30-40 секунд. Выключаем огонь. Дальше обжаренные грибы вместе со сливками и луком отправляем в отдельную тарелку и дадим им полностью хорошо остыть. Тем временем нам нужно будет приготовить мясо. Сегодня будем использовать куриное филе. Для сегодняшнего рецепта я буду использовать вот такие вот две половинки филе. Каждую половинку вот так вот ножом нужно будет постараться разрезать на две ровные части. Разрезанные половинки филе накрываем пищевой пленкой, берем молоточек для отбивных и отбиваем мясо так, как на отбивные. Смотрите, не перестарайтесь, нам нужно, чтобы мясо осталось целое, без дыр. После того, как вы отбили мясо, каждый кусочек нужно будет посолить и поперчить по своему вкусу. Готовое отбитое мясо вот так вот складываем в стопочку в отдельную тарелку и отставляем на пару минут в сторонку. Далее берем примерно 50-70 грамм твердого сыра, в котором вы будете уверены, что он будет плавиться, и натираем его на мелкой терке. Примерно половину натертого твердого сыра нужно будет добавить в тарелку к уже остывшим грибам. Грибы должны быть остывшие, потому что если добавить сыр в горячие грибы, он очень быстро расплавится. После этого грибы с сыром очень хорошо перемешиваем, и начинка уже будет готова. Ну вот и подошло то время, когда мы будем использовать стакан. Ну а дальше все очень просто. Берем одну отбивную, которую мы отбили, и вот таким вот образом стараемся накрыть стакан. Делаем небольшое углубление. Вот для чего я говорил, чтобы мясо было цельным, не было нигде дыр. Смотрите, в это углубление, которое получилось из мяса на стакане, мы отправляем начинку. Примерно 1-1,5 столовые ложки. Ну а затем те куски мяса, которые свисают за стакан, аккуратно сворачиваем вот так вот внутрь. И когда вы аккуратно куски мяса вот так вот свернете внутрь, оно у вас как будто бы упадет на дно стакана. Так и должно быть. Дальше, друзья, берем форму, в которой мы будем все выпекать. Берем стакан, аккуратно переворачиваем его в один край формы. Видим, что мясо как будто бы немножко пристало. Мы его немножко помогаем ему оттуда уйти. И смотрите, получается вот такая вот небольшая, красивая, аккуратная горка, красиво запечатанной начинкой внутри. Повторюсь, когда вы будете отбивать мясо, не перестарайтесь, чтобы оно было цельным, не было нигде порватым. Ну и точно таким же образом, друзья, делаем все остальные куски мяса, которые вы для себя заготовили. В итоге, друзья, у меня получилось вот таких вот больших 4 комка. Каждый комочек этого мяса я сейчас буду обмазывать сливками, которые у меня остались в пакете. Если же у вас нету сливок, повторяюсь, это все можно будет сделать сметаной. После этого отправляем нашу форму в разогретую духовку до 200 градусов ровно на 30 минут. Через 30 минут достаем форму из духовки, берем остатки твердого сыра, которые мы натирали, и полностью все остатки твердого сыра отправляем наверх на наше блюдо. После этого отправляем обратно форму в духовку еще на 10 минут, для того, чтобы хорошо расплавился сыр. Через 10 минут достаем, и вуаля, вот такая вот красота у нас получилась, друзья. После того, как все немножко остыло, разделяем все на порции, по одному шарику в каждую тарелку. Я бы сказал, что можно за раз слопать и все 4 шарика, просто очень вкусно все получается. Ну а перед подачей я решил все присыпать немножко зеленью. К такому бугорочку можно сделать любой гарнир, очень хорошо подойдет либо картошка-пюре, либо спагетти. Ну и посмотрите, как получилось все внутри. Мясо получилось нежным, сочным, начинка тоже получилась обалденно вкусная.
На этом сегодняшнее приготовление подошло к концу. Я же, друзья, с вами не прощаюсь. Предлагаю вам посмотреть один из моих прошлых роликов, который тоже получился обалденно вкусным. Оцените, напишите комментарий, понравилось вам или не понравилось. Ну а мы с вами встретимся и в старых, и в новых видео. Всем пока, всем до скорых встреч!